Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, максимальные иксы вам в хату, максимально позитивный день вам в хату. Может быть такое, что криптовалюта не будет сегодня расти, но все равно вам нужен максимальный позитив. Утро должно начинаться или с чашечки кофе, или с чашечки чая. Вести нужно здоровый образ жизни. Ну, кто не пьет кофе, можно, конечно же, его и не пить, потому как оно немножко вредное для здоровья. Ну что у нас, биточек 0,1%. XRP 0,2%, у нас ночью произошел небольшой крэш. Ну, понятно и так, что биток у нас сильно, конечно же, вырос. Нужен уже какой-то по-любому хотя бы маленький, мини-маленький, такой мини-мини-мини крэшик. Потому как, просто лонгистов поналипало на битке. Итак, в принципе, что у нас по объемам? Здесь особо ничего интересного нету. На дневке видно то, что альткоины буквально в моменте скорректировались. Достаточно было битку откатить на 0,5%, уже все у нас попадало. Что у нас по самому битку? Мы с вами здесь рассматривали шаблон бары. То, что у нас примерно может быть такой вот сценарий, как было летом 2024 года. Будет у нас коррекция и потом выход вверх. Так, уберем мы эти шаблон-бары, они нам не нужны. Что у нас здесь происходит? На данный момент мы видим то, что у нас цена битка пришла в диапазон 90 тысяч долларов. Мы закрепляемся по нашему плану, как мы и предполагали. Также на дневке видно то, что у нас был здесь крест смерти. Теперь у нас здесь уже есть золотой крест, разворотное движение. И мы видим то, что у нас сотая скользяшка уже скоро будет пересекаться с 25 и 7. И здесь будет у нас как раз то самое лонговое движение. Ну вот смотрите, как у нас было, допустим, летом 2024 года. Вот у нас сиреневая скользяшка пересекнула здесь. Мы здесь сделали пересечение. Когда у нас происходит зачастую вот это вот пересечение, у нас есть небольшая коррекция. Здесь у нас тоже было пересечение, была коррекция. Здесь у нас тоже было пересечение, здесь было небольшое коррекционное движение. И аналогичная ситуация может быть и здесь. В принципе, у нас здесь очень хорошая ситуация, потому как биток наш вышел в диапазон 90 тысяч долларов и делает закреп, как мы с вами это и предполагали. Но здесь у нас собралось большое количество ликвидности. И они могут потянуть цену битка где-то диапазон 90, может быть такое, что ниже, чем 90 тысяч долларов. И сделать такую себе вот коррекцию. Посмотрим, как у нас все это дело произойдет. Но если мы посмотрим на часовике, то здесь у нас все-таки уже просто-напросто хочется побрить шортистов. И у нас здесь есть интересные зоны для стопов. Так, нужно здесь... Это я открыл график на Binance. Нам нужно здесь, конечно же, все это дело отредактировать. И... в принципе, инструменты нужно понатыкивать. Так, инструменты мы натыкали. У нас, в принципе, здесь интересные непроторгованные зоны. Вот у нас раз фитиль и пошли фитили. Вот это все здесь сейчас у нас шортисты сидят. Их могут немножко покошмарить, данных шортистов. По биточку, в принципе, есть интересные зоны. Также у нас есть и вот здесь вот интересная зона. И мы можем, конечно же, сходить сюда, потестить данные зоны. Это диапазон 96 тысяч долларов, 99, 100 тысяч долларов и 102 тысячи долларов. Это что касательно легких локальных целей по биткоину. Также не нужно исключать то, что могут снести стопы лонгистов. И если мы посмотрим по тепловой карте, то видно как раз у нас то, что здесь у нас по биточку интересная такая горячая зона собралась. Ну, здесь горячая зона особенно начинается с диапазона 74 тысячи долларов. Вот что, достанем мы ли эту ликвидность или нет. Вот у нас две синие линии остаются также актуальные.
Ну, здесь непонятно. Если мы, конечно, с текущих уйдем опять корректироваться, нужно понимать, что этот весь процесс уйдет, у нас на этот весь процесс уйдет, ну, не одна неделя. Допустим, если у нас было здесь вот уже формировалось разворотное движение 22 марта, и мы ушли обновлять лои, то буквально с 22 марта по 20 апреля мы здесь вот корректировались и восстанавливались целый месяц. Могут, конечно же, они сделать и тоже такой трэш. Ну, такое глубокое погружение с целью обновить там 73 тысячи долларов, например. Тут уйдет у нас не один месяц, а целых месяцев 2-3. Что, конечно же, не очень хорошо для крипторынка. И мы будем, конечно же, ну, не стыковочка будет по временному интервалу, потому как временной интервал нам подсказывает то, что пик бычьего рынка у нас должен состояться, ну, примерно где-то в августе, ну, может быть такое, что сентябрь месяц. Ну, пускай на октябрь даже перенесут, но если мы еще будем корректироваться, то это просто капец. Для того, чтобы нам увидеть пик бычьего рынка, нам нужно увидеть цену битка намного выше, чем 100 тысяч долларов. Будет ли у нас такой интересный пик, никто не знает. Что у нас по новостям? Так, мемкоин Трамп теряет свои позиции после взрывного роста стоимости. Какая, блин, стоимость? Где этот взрывной рост? Там каких-то 20-30% Трамп-коин выстрелил. Ну, я не знаю, может это взрывной рост типа 70 долларов на туда... На 10 долларов упали, да, или на 7 долларов. Рикардо Куратолло, будущее Solana под угрозой, крах, о боже мой. Они говорят за крах по Solana. Почему они не говорили за крах, когда Solana стоила в диапазоне 290 долларов? Ну да. Так, рухнувшая FTX подала в суд на NFT старт на невыплату токенов. Странно как-то. Так, цена XRP преодолела многолетнее сопротивление. Что будет дальше? И 8 печальнейших прогнозов по цене биткоина на 2025 год. Ну, здесь можно посмотреть, что у нас тут за прогнозы. Дают прогноз на 200 тысяч долларов, 250 тысяч долларов. Также инвестиции, согласно этому виду, золото может подорожать до 6 тысяч долларов за унцию. Золото может стоить в диапазоне 6 тысяч долларов за унцию. Ну, я думаю, что это уже просто загоняют все это дело на хаях, потому как золото у нас конкретно подорожало. Говорят, что золото будет стоить в диапазоне 6 тысяч долларов за унцию. Сейчас они тихонько распихивают золото. Потом его подгрузят на медвежечку. Ну а потом будут всем сказки рассказывать то, что золото будет стоить в диапазоне 6 тысяч долларов за унцию. Навряд ли 6 тысяч долларов. Но я не исключаю то, что золото могут помпануть в диапазон 4 тысячи долларов. Вот сюда, в принципе, еще оно может дотолкаться. Но 6 тысяч долларов это навряд ли. Навряд ли это такое будет. Ну и, конечно же, давайте посмотрим XRP. Так, золото мы посмотрели, а вот что у нас с XRP? Говорят, что XRP, ну да, в принципе, XRP у нас все нормально. Лонгист там по XRP вытерпел эту коррекционную просадочку, я с ним общался, и он входил в лонг в диапазоне 2,5 бакса по XRP, потом он усреднил свой лонг, это примерно вот здесь вот точка входа его, и он усреднил, снизил точку входа. Я ему в принципе говорил стоп поставить, не знаю, поставил ли он стоп или нет, это уже его будут проблемы. Если ты смотришь данный видос, то желательно ставь стопы, потому как опасна здесь ситуация. Отскока дохлой кошки еще не нарисовали, но здесь в принципе даже вот этот ордер блок разворотный, ну это не говорит о том, что это отскок дохлой кошки. Ну, XRP тяжелый. Тяжелый, притом у нас здесь был уже сигнал на продажу. Сигнал у нас засветился примерно где-то в декабре или в январе. Это у нас P-Cycle засветился. Правда, он применяется только для битка, но все равно XRP очень тяжелый. И куда-то там брать такой тяжелый инструмент для каких-то легких лонгов, я считаю, что это будет просто глупо. Вот что. А XRP у нас действительно пробил хай 2021 года и пока что держит его. Держит. Что у нас будет дальше с XRP, не знаю. Если будет даже продолжение альт-сезона, я думаю, что его могут даже толкнуть на перехай. Может диапазон 5 долларов. Посмотрим, в принципе, понаблюдаем. Итак, нам нужна максимальная поддержка для YouTube канала нашего.
криптоэнтузиасты. Без подписки смотрит 46,7% зрителей. Ну что это за такое, за непорядок? Нужно здесь исправить ситуацию. У нас потихоньку у нас здесь есть медвежья дивергенция, и ее нужно, конечно же, исправить. Если мы посмотрим, у нас здесь вырисовывается медвежий дивер. Это не очень хорошо для статистики YouTube. Вот. Я думаю, что вам не составит труда, мне будет очень приятно, если вы, в принципе, поставите максимально какой-то лайк, комментарий, там, ну, включите видео, там, пускай на удержание будет нормально себе, и пускай себе гоняется. Можете даже не слушать, но для меня будет это приятно, потому как я пишу видео именно для вас, не для себя. Итак, у нас здесь медвежья дивергенция, не очень хорошо, нужно исправлять ситуацию. Welcome to you. Также просили посмотреть монетку Ladies Coin. Дальше, ну все, тогда отписка. Ну, здесь я, в принципе, никого не держу, можете отписываться, приписываться, такое. Тут у нас боты вот просто капец. Не подскажу, даже вот у нас искусственный интеллект говорит нам, можно какие комментарии можно говорить. Так, папкин бродяга, мамкин симпатяга, да. Не прошло 5 лет, но ты жираф. Не знаю, жираф или не жираф, конечно. Так, зонтик, да, зонтик. Я все комментарии читаю, ставлю лайки, даю разные ответы. Киев, да, это Киев, так. Так, Киев. Это Киев, детка! Одесса, мама! Итак, что у нас по портфелю? Ничего особо движений никаких нету за 24 часа. Давайте-ка мы посмотрим. Капитализация крипторынка 2 триллиона 960 миллиардов долларов. Ну, было вот буквально в пике 2 триллиона 980. Сейчас у нас немножко небольшая коррекция. Притока капитала. Видно, что нету в рынок. Нету в рынок у нас хорошего притока капитала. Рынок просто-напросто сдерживает. Доминация битка переливает из альты в биток, люди усредняют, они в надежде выйти в ноль по альткоинам потихоньку покупают альткоины, усредняют, но дальнейшие разлоки давят это все просто вниз. Стакан просто, да, ну это все просто капец, блин. Люди каждый месяц зарплату занесли, альткоины усреднили, манипулятор альткоины опустил вниз, доминация битка выросла, переложили бабки с альтов в биток, и все, на этом всем у нас закончилось движение. Нету притока капитала. Если мы еще 24 год видели довольно-таки неплохой приток капитала через спотовые биткоины, эфириум, ETF, то в этом 2025 году у нас обратное. Но все равно, так как мы криптоэнтузиасты, надежда умирает последней. Я думаю, что все равно у нас будет завершающая стадия рынка. Это та самая эйфория. Она всегда приходит у нас на неверии. И, конечно же, она должна быть. Что у нас по индексу страха жадности? Давайте-ка мы посмотрим. Индекс страха жадности. 56 жадность. Все, фиксируй. Фиксируйся, блин. Просто-напросто фиксируй. Что здесь можно жадно, что-то там они откупают. Что здесь жадно они выкупают, я не знаю. У нас, в принципе, уже, смотрите, жадность более чем 1 неделя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дней, как развернули рынок. Мы видим то, что у нас 9 дней развернули рынок, но портфель ни черта не растет. Потому как основная часть активов находится, конечно же, в альте. Индекс страха жадности у нас в основном относится к битку. Посмотрим. Вроде бы индекс не перегрет, но я считаю, что здесь было мало страха. 2 месяца здесь у нас маловато было страха. Нам нужно было максимально дать еще страх. Еще бы хотя бы вот так недельку страха и конкретный разворот. Что у нас по доминациям? Давайте посмотрим доминации. Аналогичная ситуация, как и было буквально пару месяцев тому назад. Но здесь есть только небольшое изменение. Здесь есть небольшое изменение. То, что эфириум здесь уже рисует боковик. Эфириум длительный период времени, буквально с начала апреля, рисует здесь вот у нас боковое движение. Вот. Может быть такое, что здесь у нас уже закончилось падение эфириума. Альта в диапазоне 29%. На альт-сезоне альта у нас в диапазоне 43-50% примерно достигает. Вот, в принципе, вот так вот. Итак, комментарии мы, в принципе, посмотрели. Там, ледис, посмотрим.
Дальше. Что у нас по набору? Секретный график. Давайте мы посмотрим секретную информацию. Набор лонгов относительно битка. Вчера я рассматривал это все дело на часе. Я иногда рассматриваю данный график на часе. Всю эту дорогу в себе перевариваю. И мы видим то, что опять у нас продолжение. Вот мы видим первые часики, что у нас набор остановился. Вот. Это у нас получается 3 часа ночи. 4. Первая красная свечечка. Первая красная свечечка буквально с 6 часов утра. И я думаю, что реакция альткоинов очень хорошая на данный момент. За что я говорю? В принципе, смотрим. Буквально, смотрите, на часе это все дело у нас происходит. Мы буквально пока мы начали писать видос. И у нас здесь уже есть какие-то телодвижения. Так, давайте посмотрим на CryptoBubbles. На часе. Смотрим. Ну, есть небольшая реакция. ВЛД, Solana, Иена. Посмотрим, как у нас сегодня будет день обстоять. Обстоятельства среди дня. Но, в принципе, что? В принципе, довольно неплохо. Но здесь мы уже длительный период времени растем. На дневке. Давайте посмотрим дневку. Неплохо, конечно же. На дневке у нас вот так вот все выглядит. Может быть такое, что немножко качнут альту на недельке. На недельке мы выглядим это все дело вот так вот. Очень, конечно же, длительный период времени набираются лонги. Я думаю, что здесь у нас все-таки будет уже завершение этого всего дела. Так, что у нас со звуком? Пишите в комментариях, как звук, нормально или нет. И, в принципе, что мы видим? Ракета у нас уже заправлена. Я думаю, что скоро еще здесь, ну еще может чуть-чуть они что-то здесь помурыжат. И начнется то самое наше долгожданное движение. Также мы видим то, что по RSI уже здесь просто вырисовывается дивергенция. И уже, по всей видимости, уже все иссякло. И здесь начнется волатильность. И это то, что мы как раз с вами ждем. Буквально осталось еще недолго. Я думаю, что с начала мая начнется у нас интересное движение. Ну, вот на часе у нас уже есть первая такая красная свечечка. Ну, вот такое, это все локально, потому как на часе здесь тоже были красные свечи, потом дальше начали набирать позиции. Сейчас уже набрано 1 миллион 49 тысяч 551. Довольно-таки неплохо. Итак, что у нас по доминации биткоина? У нас здесь был нисходящий клин. Пробили этот клин вверх. Зачастую эти клины выходят, конечно же, вверх. Будет ли у нас расти доминация или нет? Но я думаю все равно, что уже здесь пора падать. Потому как даже по временному интервалу мы должны были начинать хотя бы падать где-то с 20 апреля. А мы уже затянулись, ну, не знаю. Уже просто уже так тянемся, что аж некуда. Так, на часе, на дневке. На дневке нужно обновить график нам. На дневке, ну, на недельке вот мы видим то, что в этом цикле не так все происходит, как было в прошлом цикле. Примерно мы уже с 17 марта должны были бы знатно падать, но мы наоборот растем. Непонятная ситуация. Кто знает, почему растет доминация биткоина, пишите в комментариях под видео. Будем обсуждать данный график. Дальше, что у нас по доминации альты? Вроде бы как рисуем здесь уже, смотрите, боковик. И у нас по доминации альткоинов пробит нисходящий тренд. У нас есть здесь трендовая линия. Вот, берет свое начало еще буквально с декабря 2024 года. Вот у нас касание 1, 2, 3 касания, 4, и мы пробили. Теперь на данный момент на дневке мы здесь рисуем боковичок с, по всей видимости, дальнейшим ретестом данной трендовой линии. И мы уйдем тут по ходу на ретест. И только потом после ретеста у нас будет взрывной рост. Я думаю, что он начнется буквально с мая месяца. Вот, в принципе, вот так вот. В принципе, вот у нас вот так вот по поводу доминации альты. Но остановили падение. Это уже, конечно же, радует. Альту развернули еще буквально с 16 апреля. Также у нас донышко было 7 апреля по альте.
Что касательно индекса альт-сезона, он показывает то, что у нас на данный момент глобально везде биткоин-сезон, особо никакого нету альт-сезона, альта у нас просто умирает потихоньку. Ну, я думаю, что на этом у нас умирание альты закончится. Total 3, интересный тоже у нас момент по Total 3 и по Total 1. По Total 1 у нас был здесь имбаланс, мы пришли его протестили, удержали блок поддержки. Хороший у нас здесь блок поддержки, он удержал Total 1, ибо если бы мы не удержали, улетели бы на медвежку. Правда, из текущих можем улететь на медвежку. Удержали все это дело, отскочили, у нас произошла реакция. И мы здесь тоже пробиваем нисходящий тренд. Вот мы видим то, что у нас здесь присутствует нисходящая такая трендовая линия. Вот мы ее можем отметить, зеленая. Мы, в принципе, здесь подходили раз, два, три, четыре, пять, 6 раз, пробили, отретестили трендовую линию, и у нас была реакция покупателя. Сейчас на данный момент мы пришли в сильнейший блок сопротивления. Вот этот вот блок у нас выступает сильнейшим блоком сопротивления. И здесь он будет решающий. Мы можем не пробить этот блок сопротивления и уйти через отскок дохлой кошки на медвежку вниз. Просто-напросто сюда вот вниз на отскок дохлой кошки. Вернее, после отскока дохлой кошки мы уходим вниз на медвежку. Но я, в принципе, предполагаю, что у нас здесь не произойдет отскок дохлой кошки. И будет здесь разворотное движение. И мы увидим продолжение, ту самую эйфорию. Потому как у нас она не было этой эйфории. Ну, не было, просто не было эйфории. И мы уже, в принципе, предполагаем, что скоро будет включен печатный станок. Потому как в начале мая у нас будет заседание ФРС, также у нас будет обновление эфириума, что может быть триггером для разворота эфириума, дальнейшего роста эфириума. Эти триггеры могут быть последние для того самого толчка для роста рынка. Вот что. А печатный станок будет включен. У нас, смотрите, какой госдолг Соединенных Штатов. 46 триллионов долларов. Ну, это просто-напросто минус 20 иксов. Крипторынок имеет, ну, в минус 20 иксов просто-напросто. Если сейчас крипторынок составляет там 2 триллиона долларов, а тут у нас 46 триллионов долларов, это, блин, умножить на 20 икс. Это просто трэш. Интересно так получается, да? Штаты всем должны бабки в мире. И весь мир живет беднее, чем Штаты. Ну, за исключением нескольких стран. Я считаю, что Китай, например, это вообще мастодонт всей науки, всей экономики сейчас на данный момент. Уже даже Штаты просто-напросто не упираются в Китай. Ну и, конечно же, такие страны арабские, там типа как Катар, Объединенные страны Эмиратов, то тоже шикарно живут. Они просто-напросто шикарно живут. Просто шикарно живут. А Штаты не так эксплуатируют людей. Ну, я за них не буду особо высказываться, наверное, потому как еще YouTube меня забанит. Не, ну, эксплуатация идет полная, потом высасывание ресурсов с мира, потом что, распространение наркоты разной, ну, такое вот. Я считаю, что не особо. Но не особо, конечно, хорошо в Штатах, но в принципе они своим вот этим вот долларом ставят весь мир на колени. И у них там какой-то происходит дефолт, типа, блин, все, доллар скам, но в итоге весь мир страдает, а Штаты, ну, все нормально. Также давайте посмотрим DXY, что там у нас по DXY. Мы давненько не рассматривали, это же индекс доллара Соединенных Штатов, этой такой вот страны, которая ставит весь мир на колени. Итак, DXY на недельке у нас красная свеча. Я думаю, что здесь будет у нас формироваться медвежий флаг. И может быть такое, что в дальнейшем он пойдет в отработку. Локально могут здесь сделать еще медвежий флаг. И потом вот так вот финалочка на торте. После данного медвежьего флага мы можем увидеть сюда вот такой вот сквиз, в принципе. Вот. Ну, это уже будет не столь важно, потому как это локальный медвежий флаг, а глобально, если посмотреть, мы здесь конкретно укатались по DXY, и движение здесь было аналогичное, такое, как было при развороте битка с медвежки. Тогда биток у нас с 22 года начал сильно расти, тут у нас движение на 12%. Аналогичная ситуация у нас и здесь, вот 12%. Но реакции на битке мы еще особо никакой не видели. А если быть поточнее, у нас здесь 9,7,
но здесь сквиз был на 11%, в принципе, то биток здесь еще особо не отреагировал. Посмотрим, что у нас будет в дальнейшем. Также, что у нас по альткоинам. XRP мы посмотрели, то, что у нас XRP довольно-таки неплохо вырос. Золото мы тоже глянули. И давайте посмотрим Миледис. Просили посмотреть монетку Миледис. Капитализация 3-4 миллиона долларов. Очень маленькая капа. Токен в настоящее время находится в аккумуляции. Капитализация у нас сильно укаталась, минус 10 иксов, потому как было 300 миллионов. И здесь укатали. Сейчас здесь нужно усреднять. Усреднять нужно по-любому, для того, чтобы хотя бы выйти в какой-то плюс или ноль. Потому как мы не знаем, как будут расти альткоины в дальнейшем. И может быть такое, что после такой укатки мы, конечно же, не увидим хорошего роста. Фиг его знает. Но это мемкоин неплохой. 86 место среди всех мемкоинов. Торгуется на всех биржах, кроме биржи Binance. Есть здесь инвесторы DF Labs. Нету информации, по какие иксы имеет инвестор DF Labs. Он инвестировал буквально 3 июня 2024 года. И вот уже скоро, смотрите, 3 июня, через месяц у нас уже будет год. Манипуляций, в принципе, здесь не было. И скоро могут здесь сделать манипуляцию. Давайте-ка мы посмотрим на цену. Мы можем закинуть здесь недельку и посмотреть по объемам. У нас здесь заходят некие объемы. На недельке видно, что зеленые свечи, зеленые. Объемчики сюда вроде бы как какие-то заходят. Потихоньку, может, что-то здесь отбирают, набирают. Давайте посмотрим на дневке. Разворотик у нас здесь формируют. Неплохо. Удержали мы блок, который можно выделить блоком сейчас на данный момент поддержки. Но нету здесь у нас еще боковичка. Нету боковичка. И мы здесь, в принципе, у ключевой точки. Так, часы, будильник сработал. Я каждое утро постараюсь писать видео, потому как многие люди просят, говорят, типа, пиши видео, нам нужно твои видосы. Мы их глотаем, как свежий воздух. Так что, криптоэнтузиасты, если вам нравятся утренние видосы под чай, под кофе, я знаю, там, под самогон, под спирт, то пишите в комментариях под видео. Писать, не знаю. Итак, мы видим то, что здесь нету боковичка. Желательно здесь хотя бы отрисовать, какой-то боковик. Вот такой вот хотя бы боковичок и потом выход вверх, как у нас было вот здесь вот. Тут мы находились в боковике очень длительный период времени. Если быть поточнее, мы в боковичке пробыли 160 дней. Тут пока боковика у нас нету, но остановили падение. По объемам видно то, что есть у нас блок сопротивления. Он будет находиться у нас в диапазоне 2 иксов. После текущей цены у нас вот здесь вот будет блок сопротивления. И это будет с текущих примерно 2 икса. Ну, а быть поточнее, даже 60% роста. Это если с текущих. Неплохо они, конечно же, отстрелили. Насколько у нас здесь был выстрел? 66%. Неплохо. Нужно было немножко мне тоже подобрать. Я что-то просидел. Но буду ожидать. Если у нас не будет никакого дальше движения роста, будет откат, то я, наверное, немножко подберу. Здесь у нас клин нисходящий. Формируют они. Но они уже сформировали его. И может быть такое, что он уже и сформирован. А клины у нас зачастую пробиваются восходящим движением. Посмотрим. Я думаю, что это не скам. DF Labs у нас здесь присутствует. Манипулятор есть. Просто здесь нужно вырисовывать длительный боковик. Итак, ну что, в принципе, криптоэнтузиасты, самый важный секретный график нам подсказывает то, что лонги у нас потихоньку набираются, и это очень хорошо. Это очень хорошо. Мы дождемся того самого интересного момента, когда начнут качать альту. Осталось здесь недолго. Буквально даже, смотрите, на дневке тут уже вообще маленькая свечечка. Может, даже сегодня у нас будет небольшая раскачка по альткоинам. Посмотрим, понаблюдаем. Но зачастую я так наблюдал за данным графиком. Есть здесь у нас так боковик. А потом вот так идет боковик. А потом раз и опять начали расти.
опять чуть боковик и опять начали расти. Нам нужно здесь увидеть такие нормальные красные свечи, чтобы они вот так вот раз. Как только здесь появятся вот такие вот красные свечи, уже шикарные, это будет говорить о том, что манипулятор достиг своих целей, и мы, конечно же, уже начинаем раскачивать альткоины. Вот что. Вот так мы отметим это все дело красным. Ну, посмотрим, понаблюдаем. Но я думаю, что еще рановато даже для раскачки альткоинов. Нужно дождаться хотя бы мая месяца. И все у нас будет хорошо. Биточек у нас опять возвращается 95 тысяч долларов, пока мы с вами писали видео. Сейчас многие залетают здесь в шорты, но я вам не рекомендую это делать. Вообще, в данной фазе рынка нужно максимально... Вот, смотрите, буквально зашевелилась альта. За что я вам говорю? Секретную информацию только здесь вы сможете узнать на данном канале. Вам никто не расскажет данную информацию. Вы посмотрите, вы пересмотрели кучу блогеров. Буквально вот выходили стримы там, и Рафаэль заседали. Они даже понятия не имеют, в какой фазе рынка мы находимся. Они говорят, будет какой-то мощнейший альтсезон. Кто-то говорит, там упадет. Такая раскорреляция мнений блогеров, инфлюенсеров, что это просто трэш. Ты сидишь на них, смотришь и просто смеешься, думаешь, ну придурки, блин, я офигею, просто-напросто. Я считаю, что рынок еще не достиг бычьего рынка. Бычий рынок у нас будет ближе к сентябрю месяцу. Тогда нужно будет полностью покинуть рынок. Когда нужно будет покидать рынок, я буду писать видео и буду четко говорить. Рынок нужно покидать. Когда это произойдет, я вам скажу. Сейчас на данный момент нужно максимально удерживать свои позиции, если ты их держишь. Вот так вот, максимально держишь свои позиции. Утром максимальные обзоры, утром максимальный кофе, максимальное пиво по градусам, максимальный спирт употребляешь. Все должно быть максимально. И максимальное позитивное настроение у нас должно быть. Ибо без максимального позитивного настроения у нас ничего не произойдет. Они просто-напросто не знают, где мы находимся, и думают, ну все, там одни говорят, будем падать, куда-то там лететь в бок, или еще куда-то там, батискафы, у них там все погружается. Но у нас все произойдет, только нужно набраться терпения, все у нас произойдет. Давайте мы максимально наберемся терпения, дождемся буквально вот закрытия апреля месяца. Сегодня можно даже вечером запилить стримчанский. Неплохой. Я думаю, что мы запилим стрим, посмотрим, как у нас закрылся апрель месяц, что у нас там дальше будет. От вас, конечно же, максимальная поддержка. У нас ссылки на Telegram есть в описании под видео. Я вообще не могу понять, почему вы не подписываетесь на телегу. Там у нас дискуссии проходят каждый день. Я сижу в телеге 24/7. И напрямую там общаюсь с подписчиками. Это раз. Во-вторых, вся топовая аналитика тоже в телеге. Бросаю разные там сетапы, туда-сюда, там разные криптоприколы, разные обсуждения, мнения. Все у нас там в телеграме тоже происходит. Ну, и, конечно же, утром буду писать, желательно для вас, видеообзорчики. Также для своей истории. Я думаю, что у нас все хорошо получится. И сейчас на данный момент нужно максимально удержать свой портфель. Потому как на рынке апатия. Полная апатия. Мы не видели того самого полномасштабного альтсезона, но фишка в том, что ракета заправлена. Все уже рычаги управления полностью пошли в работу для альтсезона. Осталось только дождаться его запуска. И все. Если бы у нас некоторые метрики, показатели не говорили бы о том, что альтсезон будут запускать, я бы сказал бы, да, нужно покинуть рынок, у нас непонятная ситуация на рынке и все. А так нет. У нас будет альтсезон. Какой он будет, мы его, конечно же, увидим. Постфактум. Какой он будет и нам предоставит манипулятор, мы не знаем. Но я думаю, что движение будет в 2 раза мощнее, чем в марте 2024 года. Но не все монеты выстрелят, не все. Но когда придет момент, что нужно покинуть рынок, буквально там останется 1-2 дня до завершения бычьего рынка, я скажу, все, я выхожу полностью лично сам с рынка.
и полностью все распродаю, потому как сидеть с альткоинами на медвежку я не буду. Медвежку я уже конкретно пережил, я пережил бычий рынок 2021 года, пик бычьего рынка, я знаю, как все там происходило. Я пережил погружение, я пережил медвежку, я пережил донышко, все это я пережил, и я конкретно понимаю, что с альткоинами сидеть на медвежке это будет глупо. Там нужно будет, когда у нас будет пик бычьего рынка, мы покинем рынок, в момент погружения рынка, хочу заметить, что в момент погружения рынка будет вылазить большое количество скам-проектов, которые будут вас заманивать. Ваши заработанные средства, которые вы заработали потом и кровью, отсидели. Кто-то отсидел полгода, ноет, говорит типа: ой, я сижу уже год, не вижу никакого движения. А я уже сижу более 4 лет и ничего не вижу. Вот что. И эти проекты будут вылазить для того, чтобы забрать ваши кровные средства. Большинство проектов будет. Биржи будут появляться какие-то новые, заманивать будут вас стейкингом, шмейгингом, что там только не будет происходить. И они будут отбирать ваши средства. Но вам нужно будет максимально их сохранить, эти средства. Потому как их нужно будет выводить с рынка. Вот что, их нужно будет выводить с рынка. Тоша! Вот он мне ковер шкребет. Ах ты паразит. Тоша! Что за кошак? Дочка мне, привезла этого домашнего кота. Одни заботы. И эти средства нужно будет, конечно, сохранить. Вот что. Не заводить ни на какие биржи, а выводить не просто в стейблкоины, а в кэш нужно будет. В реальный кэш выводить. Ну что, криптоэнтузиасты, на данной прекрасной ноте будем заканчивать. Максимальный позитив вам в хату. Максимальные иксы вам в хату. И, конечно же, максимальная поддержка моего YouTube канала. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи. Мирного неба. Все ссылки есть в описании под видео.